Добрый день, мои любимые. Меня зовут Луна. Рада вас видеть на своем канале Таро и Леди. И сегодня мы сделаем такой расклад карт Таро, онлайн-гадание. Женщина старше, мужчина младше. Какая ситуация сейчас, что будет в ближайшем будущем. Вообще посмотрим, что да как. Ну, естественно, в конце, если будет необходимость, сделаем коррекцию расклада, да, коррекцию ситуации. Обратимся к высшим силам, к ангелам-хранителям с просьбой убрать те препятствия, которые в отношениях показал расклад карт Таро. Для тех, кто хочет. Итак, давайте для начала посмотрим, какая ситуация у вас сейчас, чтобы вы поняли, что это именно ваш расклад. Ну, если не ваш, то посмотрели другое мое видео. Итак, онлайн-гадание, расклад карт Таро, женщина старше, мужчина младше, что на сейчас? Что на сейчас в отношениях? Покажи мне. Карта лилий показывает на то, что говорит о том, что отношения находятся достаточно хорошем, таком страстном, да, сейчас ситуации. То есть или вы очень хотите его, или это обоюдное желание, или он вас. То есть момент физической близости, он очень яркий. Так, что нам еще расскажут про эти отношения? Давайте смотреть. Ну, карты показывают, говорят нам о том, что есть какие-то трудности или со стороны ваших родственников, то есть или со стороны его родственников. То есть трудности, может быть, со стороны ваших или его детей, конечно. То есть родственники — это глубокое значение этого слова, это и мама, папа, тетя, дядя, дедушка, бабушка, дети. Вот от кровных родственников идет какая-то проблема. Или с той стороны. Давайте смотреть дальше. Что за проблема идет? Интересная карта показала нам. Она говорит о том, что в этих отношениях или вы, или ваша вторая половина вот просто целитель. То есть на нем держатся эти отношения, все невзгоды, да, вот молния, да, он просто перекрывает, или вы перекрываете руками, да, и это ваши, вы вот такой ангел-хранитель, целитель, или он, да, один человек в этих отношениях имеет такие свойства и так хранит эти отношения. Давайте еще смотреть, что покажут нам карты Таро. Точнее, мы смотрим на оракуле, чтобы понять, что сейчас происходит. Так. Карты говорят о том, что какие-то в ближайшее время были известия о том, что какая-то ситуация стала сложной, то есть тяжелая для преодоления.
Так, у нас сегодня еще одну карту мне, пожалуйста, чтобы понять, что на сейчас в данных отношениях, в данном раскладе женщина старше, мужчина младше. К сожалению, карта показывает, что у кого-то разбитое сердце. Это может говорить о ссоре, это может быть буквально, что у кого-то возникли планы о том, чтобы закончить отношения. Это может говорить об какой-то обиде, о каком-то действии, которое вот разбило сердце, и кто-то в этих отношениях очень тяжело это переживает. Он даже может это не показывать, или она, да, но ситуация именно такая. Давайте еще посмотрим ваше эмоциональное состояние и его эмоциональное состояние на сейчас. Буквально кратко. Ваше состояние женщины. Ну, смотрите, у вас куча мыслей, куча проблем, куча действий, куча забот. И вы их всех пытаетесь, вот как своих детей, собрать, и чтобы они были счастливы. Да? То есть вот у вас вот 100 миллионов дел одновременно. Так вы видите сейчас, себя чувствуете. Ну и также у вас моральное состояние. Вот вы, кажется, дома, да, вот буквально вроде бы в такой симпатичной кроватке. Мысли вокруг вас, рыбки летают, да, вроде бы все хорошо. Правда, вот жаба уже подкралась, да, зависть. Но кроватка-то не по размеру. То есть вам некомфортно в этой ситуации. Это говорит о том, что то положение, которое вы сейчас занимаете в этих отношениях, вам некомфортно. Давайте посмотрим его состояние моральное. Тоже буквально 2 карты. Ну, смотрите. Ну, он вот как такой маленький бисквитик, мороженое, прям вот купается в счастье, я бы сказала, да, окруженный любовью со всех сторон. Ему хорошо. Но он чувствует себя вот как коллекционная игрушка, прибитая гвоздиком к стенке. То есть это говорит о том, что, ну, скажем так, достаточно жесткие рамки вы на него поставили. Достаточно предъявляете ему, ну, вот такая у вас позиция, или вот так, или никак. То есть ему жестковато, видимо, потому у него разбитое сердце. Ну, если это не ваше разбитое сердце. Хорошо. Вот такая ситуация, определитесь. И теперь будем смотреть, что дальше для этой леди. Что будет дальше в ближайшем будущем в этих отношениях, те, которые нам показал расклад карт Таро. Так, смотрим, что будет дальше в этих отношениях. Наработали с оракулами, их невозможно корректировать. Сейчас специально берем колоду Таро, с ней можно работать. И посмотрим, что будет в ближайшем будущем у этой пары расклад Таро. Ну, смотрите, какая прекрасная карта. Я очень за вас рада. В ближайшем будущем показывают гармоничную семью, счастливый праздник,
события какие-то прекрасные. Здесь и дети, и собака, и вы, и он. То есть десятка пентаклей, достаток, счастье. Замечательно. Давайте еще посмотрим, что будет в ближайшем будущем. Я очень, кстати, рада, что у вас такая карта выпадает. Ну, смотрите, карты говорят о том, что вы видите в нем, ну, вот такой центр вселенной он для вас стал. Вот, казалось бы, он такой вот беззаботный, шебушной мужчина, а для вас он стал, ну, я не скажу, конечно, божеством, но то, к чему вы стремитесь, и это, наверное, неправильное слово, стремитесь, вы вот практически боготворите его, вам настолько хорошо с ним, что карты это показывают. Это ближайшее будущее. Ну вот он таким хиромантом, духовным наставником для вас фактически станет. То есть то, на что молятся фактически. Ну. Хотите смотреть еще ближайшее будущее? Бежит он к вам, видите, все замечательно, стремится к вам, хочет вам доказать, что вот у него есть и лук, и арбалет точнее, да, и средства передвижения, чтобы мчаться к вам. То есть, да, действительно, он к вам бежит, он хочет вас. Ну, буквально карты об этом говорят, про ближайшее будущее. Я смотрю, тут возможная корректировка, но нужна быть такие замечательные расклады. Я настолько за вас рада, что у вас все так будет хорошо в ближайшем будущем. Боже, ну одна карта, другой лучше. У вас возникнут совместные общие планы, миллион планов. Это планы того, что вы вместе, и относительно детей, и дома, и вот все возможные вещи, все возможные планы, которые есть, сколько тут, десяток кубков, каждый из них какой-то план, и самое важное, что они совместные. Боже, какой великолепный расклад сегодня на ближайшее будущее. Ну вот, первая чуть-чуть негативная карта. Эта карта нам говорит о том, что где-то глубоко в душе у вас есть мысли, что дальнейшую вот эту вот всю жизнь вы не можете открыть. Да, вот вы в каком-то таком состоянии находитесь. Но вот надо просто поднять голову и посмотреть. Ключ от этой двери лежит рядом. Да, визуально дверь закрыта, но вы можете ее открыть. Вот о чем карты хотят сказать. Все в ваших руках для счастья. Для счастья, для всего, что вы мечтаете, все, что будет. Нужно открыть ключом дверь. Она не закрыта. Она закрыта, чтобы другие люди туда не шли. А для вас вот ключ. Ключ лежит. Это очень важно. Обратите на это внимание. Ищите этот ключ, который откроет все. Какая-то ситуация сейчас такая. Ну, наверное, там же у нас выпадало разбитое сердце, еще что-то. Какие-то трудности с его или вашими родственниками, да. Вы знаете решение, вам нужно чуть-чуть подумать, взять ключ и открыть дверь. И будет счастье. Давайте еще посмотрим, что нам карты хотят сказать. Ну, карта обнуления нам говорит о том, что обнулитесь, да, уйдите от того, что у вас сидит глубоко в голове, да, то, что вы какие-то строите отрицательные сценарии, придумываете сами трудности. Их нет, вот ваш расклад.
вы обнулитесь, вот прыгните с обрыва в эти отношения, буквально, да. Вот девушка, она даже не смотрит, куда она летит, она окунается. Давайте еще посмотрим, что в ближайшем будущем, какие советы, какие могут быть трудности, которых мы можем знать и обойти их, естественно. Ну, будет какая-то ситуация, где ваш мужчина себя проявит достаточно жестко. Ну, вот как король мечей. О чем это может говорить? Да, и вот дурные мысли немножко у него в голове. Не обязательно, что это направлено к вам, хотя возможно, что он как-то жестко покажет свою позицию. То есть он хочет себя показать мужчиной. Да, вот он хочет показать себя зрелым мужчиной, таким вот защитником, таким воином. Это может быть и к тем людям, которые несут вам неприятности, говорят о вас плохо. Ну, а если какая-то будет ситуация у вас, что-то вроде ссоры, то он выскажет свою жесткую позицию, и карты говорят о том, что раз указывают на это, что вы его должны поддержать. Вы его должны поддержать в этой позиции. И понять его, принять, что это не собачка на побегушках, а мужчина. Мужчина-воин. Да? Вот тот мужчина, который вы, видите, карты подряд падают, который для вас все, он воин-мужчина. Он не плюшевая игрушка. Да, а вот для того, чтобы счастье, да, вот карты буквально, было в семье и полное благополучие, вам нужно отпустить ситуацию и прыгнуть, да, закрыть глаза и прыгнуть в эти отношения. Так, что еще? Ой, ну, не очень хорошая карта дьявол. В этой колоде, конечно, она очень смягчена. То есть, смотрите, тем более она падает после карты движения к вам. То есть, когда у него будет движение к вам, будет какая-то ситуация, что кто-то его позовет или остановит. Это могут быть как друзья, да, это может быть какие-то проблемы внешние, да. То есть эта карта здесь указывает на том, что есть проблемы в том, что его сдерживает в таком вот единении к бегу, единении с вами. То есть есть какие-то проблемы. Давайте посмотрим. Карта дьявол. Давайте быстро глянем на оракуле. Какие это проблемы, да? Что это может быть? Чтобы не было, ну, это оракул мистический, да, он, если есть какая-то порча или какой-то наговор или что-то, он обязательно это покажет. То есть, что дьявольское показывает его, почему движение? Угу. Ну, смотрите, карта говорит, что его поставили в позицию марионетки. То есть есть кто-то в его жизни. Это может быть, опять же, те же родственники. Это может быть кто-то на работе. Это может быть кто-то из друзей, кто им руководит. Да, вот кто буквально дергает за ниточки и делает из него марионетку. Но я скажу так, у вас настолько сильная удача, у вас настолько сильная, энергетика, вы это преодолеете. Да, вы эти все якоря, которые у него в голове, да, манипуляция людей,
То есть вот те все привязки, которые по нему есть, вы преодолеете вашей женской силой, да, ну вот сфинкс выпадает, женщина, тигр или лев с крыльями, это вы, да, вот его удача, вы его удача, и вы решение его проблем, уход его от манипуляций им. Такая задержечка у нас в движении его. Так, хорошо, но я уже вижу, что есть что корректировать. Так что, девочки, оставайтесь до конца на коррекцию. Мелочи, ну, жизнь портит. Так, еще что будет в ближайшем будущем? Покажи мне. Уход. Карта ухода. Давайте посмотрим, ухода чего. Угу. Будет отход каких-то, ну вот кто-то, ну вот видите, карта как раз между дьяволом и воровством карты идет отход. То есть отойдет, вы сможете преодолеть вот то, что идет к нему по дьяволу, и те действия, которые, давайте посмотрим, вот видите, вы идете к счастью, и вот это вот вы тоже преодолеете все это. Вот карты так показывают. Мы, конечно, это уберем, может, мы так и преодолеем это. Так, давайте еще 3 карты, что в ближайшем будущем. Угу. Ну, смотрите, карта Верховного Суда. Это говорит о том, что если что-то было не так в отношениях или в вашей жизни, ну, у нас вообще расклад на отношения, то это все возродится, как было раньше. Очень хорошая карта здесь, в этом раскладе. Да, вы станете всем миром для него, вы станете единым целым, одним миром. Праздник будет. Праздник, единение, дом. Прекрасные карты. Так, хорошо. Вот такой у нас расклад. Сейчас мы его сделаем идеальным, сделаем коррекцию. Итак, что у нас плохого? Плохого то, что вы не видите выход, и у вас плохие мысли. Да? Мы забираем это. Мужчина-воин, вы окунаетесь полностью в отношения. Да, то есть у нас получается прекрасные отношения с мужчиной, которого боготворят, который посланный, который по судьбе мчится к вам, чтобы реализовать общие планы. Вы окунаетесь в этих отношениях с мужчиной, который вас защищает, который выбрал правильную позицию. Убираем дьявола. Это безоговорочно. Отход, ну, он не идет в этот расклад, он только нам показывал, что это отойдет. Мы сделаем это, чтобы отошло быстрее. И какие-то плохие действия на вас. Так, и у вас получается возрождение отношений. Отношения становятся гармоничными, счастье в доме. Вот такой идеальный расклад у нас, а над этими препятствиями мы сейчас поработаем. Вот наши препятствия. Да, еще раз смотрим. Дьявол. Невозможность найти ключ. Отход проблем, но отход оставим. Так. Вы можете выбрать любые препятствия из этого расклада. В уме их представить. Или не все брать. Так, сейчас, девочки, вы сосредоточьтесь. Пожалуйста, настройтесь. Расслабьтесь. Для того, чтобы подействовать. Вспомните свой род, высшие силы, к которым вы обращаетесь, ангелов-хранителей, смотря с кем вы на связи, кому вы молитесь, для того, чтобы убрать эти препятствия, которые показал расклад карт Таро.
Вообще мне расклад очень понравился. Перспективы отношений, настолько за вас рада. Все очень хорошо. Но есть препятствия. Видите, люди, они не любят, когда кто-то счастлив. Особенно если как-то со стороны мне идет такая картинка, что вот кажется ему, что вы недостойны этого счастья. Вот почему вам, да. Ой. Потому нужно убрать эти препятствия, чтобы жизнь стала легче, жизнь стала счастливее. Видите, не так просто убрать. Сколько всего должно пройти, сколько действий, событий. Хорошо. Так, пробуем. Девочки, теперь особенно сосредоточились. Можно, в принципе, включить субтитры и повторять за мной. Кто еще не выучил, текст приблизительно одинаковый. Или просто внимательно слушать. Сейчас я чуточку сосредоточусь. Подождите. Я вспоминаю всю ситуацию, весь расклад и все препятствия. Так. Начинаем. Обращаемся к высшим силам, к силам рода, к ангелам-хранителям. Пусть все хорошее беспрепятственно проявится в жизни у всех, кто смотрит это видео. Просим убрать все препятствия, которые показал расклад карт Таро. Просим, чтобы все мечты сбывались, чтобы жизнь стала счастливой, чтобы вы любили и были любимыми, чтобы всегда были деньги, чтобы их всегда хватало. Убираем препятствия по Верховному суду. Если это не по судьбе, просим открыть новый счастливый путь. Да будет так. Так, не забываем писать в комментариях, да будет так. И сейчас мы посмотрим, удалось ли у нас убрать препятствия у всех. Если нет, то повторим, да, как изменился наш расклад. Посмотрим после этого. Так, удалось ли нам убрать препятствия, которые пока дал расклад карт Таро. Ну, смотрите, карты говорят, что теперь вы очень трепетно будете относиться к этим отношениям. Вы будете их хранить. И как-то в этих отношениях вы даже помолодеете. Мне кажется, это замечательно. И никакой дополнительной коррекции это не требует. То есть вы относитесь трепетно к этому мужчине. Вы его храните, вот как зеницу ока, да. И вы такой более молодой из-за этих отношений становитесь. Счастливая, беззаботная. Прекрасно. Так, ваша луна. Счастливого вам дня. Очень за вас рада, что такой прекрасный расклад. Безумно счастливой ночи. Берегите себя, будьте счастливы. Не забываем в комментариях писать спасибо, да будет так. И вообще пишите в комментариях, как у вас отыгрался этот расклад. И, кстати, я вам скажу, пожалуйста, не только пишите в комментариях, но еще иногда читайте, что я отвечаю, потому что иногда людям даю конкретные советы, потому что читая комментарии, у меня картинкой проскакивает ваша ситуация, и я вижу, как помочь. Но я смотрю, что вы, видимо, их не читаете. Так что читайте, я читаю комментарии, отвечаю, и если мне идет какая-то картинка по вашей ситуации, я могу подсказать. Но там вот буквально была ситуация, женщина писала, что у нее муж жадный, да. И мне проскакивает, как это нужно сделать, какую там нужно, где, что положить, да, чтобы он стал не жадным, а с удовольствием тратил на нее деньги. Ну, видимо, она даже не прочла, потому что не поставила лайк.
Ну, может поставить лайк, когда уже это произойдет. Кстати, все эти коррекции происходят где-то в течение 3 месяцев, до 3 месяцев. Вот так. Хорошего дня, безумно хорошей ночи, ваша Луна.